Польское радио на русском. Последняя новость. Журнал The Economist сообщил, что более 1% населения России погибло во время полномасштабной войны России против Украины. То есть это более 1 миллиона человек. И сегодня мы выясним, что на самом деле происходит с Россией и в России. И наш гость Ольга Курносова, которая отлично знает ситуацию в этой стране, потому что она сама родом из Санкт-Петербурга, еще тогда Ленинграда. Она даже лично знает таких людей, как Козак, Чубайс, встречала даже в коридорах власти Путина. Скажите, пожалуйста, вот эта новость об 1 миллионе, ей можно верить? Ну, тут вопрос даже не в том, 1 миллион это или 800 тысяч, или меньше. В любом случае это очень много. В любом случае потери уже больше, чем были потери Советского Союза в Афганской войне. И это крупнейшие потери населения собственного со времен Второй мировой войны. И это очень большие цифры с учетом нескольких факторов. Во-первых, в России катастрофическая ситуация в демографии. Уже несколько лет смертность превышает рождаемость. И, собственно, неоткуда взяться новой рождаемости, потому что вот те, кто погибли, это мужчины самого такого детородного возраста. И спрашивается, кем замещать вот этих погибших мужчин? Ну, разве что мигрантами, что будет обострять другие проблемы внутри страны и, конечно же, в принципе, изменять внутренние пропорции среди населения. И есть еще одна проблема, связанная с этим, это то, что большинство погибших из бедных регионов, и многие из то, что называлось раньше национальные окраины, республики, национальные республики, и оттуда погибших еще больше в процентном отношении. И тут уже не 1%, а гораздо больше. И даже некоторые политики местные считают, что некоторые народы становятся просто на грани исчезновения в результате вот этой самой войны. Это мнение нашего гостя Ольги Курносовой. Сегодня с вами работаю я, Виктор Корбут, и мы продолжаем обсуждать ситуацию в России. И в связи с демографической проблемой я не могу не спросить, ведь товарищ Сталин во время так называемой Великой Отечественной войны намного больше людей положил на поле боя, чтобы выиграть у Гитлера, а Путин, наверное, он стремится тоже к каким-то таким рекордам? Ну, все-таки у Сталина было гораздо более молодое население. Сегодня большинство в России – это люди пенсионного возраста. И выпадают не только те, кто могут родить новых людей, но и те, кто могут работать. Уже сегодня в России огромный недостаток рабочих рук. В этом смысле у Сталина было гораздо лучше, потому что страна, которая была в середине 20 века, это все-таки во многом была достаточно молодая страна. Конечно, он нанес большой удар, но если смотреть не только на потери во войне, но и на репрессии, то там вообще косили всех, вне зависимости от возраста. Молодых, средних лет, пожилых, кто попадется. Ну и да, надо сказать, что Сталин тоже очень сильно изменил расклады внутри демографические, не только демографические, социальные, но опять-таки тогда была еще некая революция, когда жители деревни уезжали в города. И вот все это вместе, я не могу сказать, что сгладило, но несколько изменило ситуацию, и, возможно, все-таки какой-то экономический рост, который был, немного ее сгладил. Но да, у Путина ситуация гораздо хуже, чем она была у Сталина в этом отношении. Но, тем не менее, война продолжается, и, к сожалению, Россия наступает, пусть там и какими-то миллиметровыми шажочками в Украине. То есть у нее еще есть какие-то ресурсы. А как с экономическими ресурсами? С экономическими ресурсами все плохо. И, собственно, поэтому все-таки возникает некая вероятность того, что Трампу удастся Путина заставить выходить на мирные переговоры. Да, Путину кажется, что у него все хорошо. Я уж не знаю почему. Да, то ли, как обычно это часто бывает, что в Советском Союзе, что в России,
начальнику не докладывают реальное положение дел, и Путину все еще кажется, что все хорошо, на самом деле все плохо, и у бюджета огромный дефицит, и расходы военные несоразмерные экономической ситуации в стране. Ну и опять-таки политические затраты, они также очень велики. Собственно, как было в середине 80-х, когда Советский Союз с точки зрения политической вроде бы был вполне себе в хорошем состоянии. Они тогда и палестинцев подкармливали, и на Израиль наезжали, на разные африканские страны поддерживали, кого только не финансировали, чтобы ослабить тогда, в первую очередь, Соединенные Штаты. И чем это закончилось? Это закончилось распадом Советского Союза, потому что вот такая политика, она очень дорогая с точки зрения экономики, а экономика уже задыхается. Вот вы, кстати, сказали, что Трамп собирается склонить Путина к прекращению войны. А может также сложиться впечатление, что он его, наоборот, как бы подкармливает какими-то уступками, какими-то откладыванием просто введения санкций и вообще даже риторикой. Но вы знаете хорошо власть России, вы знаете ситуацию в этой стране. Как вы считаете, сейчас Трамп, он играет в пользу Путина или все-таки нашего мира демократического? Он играет в свою пользу, хотя мне иногда кажется, что он как-то совсем уже перестал понимать, в чем эта самая польза. Потому что если Соединенные Штаты, и в этом смысле меня гораздо больше заботит даже вот тот самый стратегический план, который они только что выкатили, готовы, не так сильно вкладываться в НАТО, как они вкладывались раньше, то просто Америка перестанет быть мировым лидером, потому что политика и экономика тесно связаны. И та экономическая мощь, которая есть сегодня у Соединенных Штатов, она связана в том числе и с ее мощью политической. Если Соединенные Штаты от этого откажутся, что будет завтра с ними? Если сегодня они кинут, давайте скажем, прямо своих европейских партнеров, то почему завтра, когда Китай, условно говоря, нападет на Тайвань, почему Европейский Союз должен будет поддерживать Соединенные Штаты? Тайвань очень далеко от Европы. Это совсем не проблема Европы, что там будет с Тайванем. Поэтому, мне кажется, все-таки тут Трампу нужно быть поаккуратнее со своими старыми партнерами, потому что Европа и Соединенные Штаты партнеры еще со времен Второй мировой войны. Но что касается Путина, все-таки давайте не будем забывать, что Трамп много усилий вкладывает в то, чтобы опустить цены на нефть. А вот если цены на нефть упадут как следует, то это настолько сильно подорвет экономику России, что хочешь не хочешь, а Путину придется договариваться и придется прекращать войну, потому что денег просто ни на что уже не будет, не говоря уж о войне. Но вот вы говорили о партнерах со времен Второй мировой войны, но мы прекрасно знаем, что и Советский Союз был партнером Соединенных Штатов, и товарищ Сталин сидел и с Рузвельтом, и с Черчиллем вместе. То есть, по сути, вот эта история российско-советско-американского, даже западного партнерства, она уходит глубоко в прошлое, даже там можно уже вспомнить и даже времена какие-то Российской империи. То есть Запад все время пытается с Россией договориться, где-то даже подкормить, где-то даже подбросить технологии, как вот в Германии в 20-30-е годы, и США, в общем-то, в том числе во время Второй мировой войны, и ленд-лиз. То есть такое ощущение складывается, что есть какие-то люди на Западе, которые все время этой России благоволят. Вот у вас какое ощущение складывается? Вообще, каждый нормальный человек, мы сейчас не берем Путина, потому что я не могу назвать его нормальным человеком, понимает, что торговать выгоднее, чем воевать. Война для всех несет большие потери. И для Европы тоже, потому что Европа должна тратить свои деньги на то, чтобы перевооружаться. И, конечно, тем же самым европейским избирателям хотелось бы лучше потратить деньги на что-нибудь другое, а не на пушки, танки, самолеты и прочее, и прочее. Другое дело, что вы правильно сказали, ведь Сталин не просто так сидел за одним столом с Рузвельтом и Черчиллем, да, а это была все-таки, давайте назовем это прямо, раздел Европы по результатам победы во Второй мировой войне. И, конечно же, Путину хочется ровно так же сидеть за столом
Европу он сейчас не считает игроком с Трампом, и точно так же разделить Европу, как ее делил Сталин. И в этом смысле амбиции Путина – это далеко не только Украина. Страны Балтии это прекрасно понимают, и Польша, я думаю, тоже это прекрасно понимает, потому что еще в Советском Союзе, я вам открою секрет, когда КГБ писала основные противники, Польша занимала всегда почетное 3-4 место. Всегда впереди, конечно, были англосаксы, Соединенные Штаты и Великобритания, а дальше была Польша, потому что старая история всегда представлялась Польша для еще КГБ серьезным противником. Поэтому, конечно, Путин и сегодня не случайно мы слышим так много негатива в сторону Польши, потому что Путин действительно считает Польшу своим стратегическим врагом. И да, и, возможно, он и не собирается нападать, но он пытается запугать Европу, сказать, что вот, смотрите, мне на людей наплевать, да, мы с вами с этого начали, что Путину совершенно наплевать, сколько людей он убьет, не только в Украине, но и в России. На россиян ему совершенно наплевать, сколько он убьет. И он пытается сказать Европе, что если вы со мной не договоритесь, я и к вам приду, потому что мне все равно, сколько людей, а вам не все равно. А вы боитесь, и ваши граждане не хотят умирать даже за свою собственную страну. И это страх, которым Путин и пытается торговать. Да? То есть он самый главный торговец страхом сегодня. Ну вот, кстати, интересную вы затронули тему касаемо Польши, потому что складывается такое впечатление, что в последние годы, вот после Украины, уже враг номер 2 России – это Польша, хотя, ну, казалось бы, что уже Польша сделала плохого России, ведь, по сути, Польша, во-первых, не претендует ни на какие российские территории, во-вторых, Польша уже давно на всех уровнях отказалась от каких-то территориальных претензий в Восточной Европе, хотя еще до Второй мировой войны с удовольствием владела и Западной Украиной, и Западной Белоруссией, и Восточной Литвой, и проводила политику не лучше в отношении своих соседей, чем современная Россия. Поэтому к Польше претензий, как мне кажется, быть не может никаких. Наверное, это какие-то фантомные боли. Ну как же, вы забыли, что вообще-то были страны Варшавского договора. И Варшава была военным центром стран социалистического лагеря. И какого черта, как думает Путин, Варшава куда-то там ушла в сторону Запада, вместо того, чтобы слиться в объятиях и выступать одним фронтом. Орбан же изо всех сил помогает Путину, а почему Польша не помогает Путину? Поэтому, конечно, это попытка максимально вдоль всей границы России, все страны перевербовать и записать в свои союзники, как это было во времена, когда Советский Союз, ну, в общем-то, давайте скажем прямо, практически оккупационные режимы здесь содержал, которые полностью были подконтрольны Москве. И, конечно, Путин мечтал бы о возврате таких времен, и поэтому не случайно он хотел бы, чтобы Польша советовалась. Вот как Орбан ездит встречаться с Путиным и с ним советоваться, а Навроцкий даже отказался встречаться с Орбаном после того, как он поехал в Москву. Конечно, Путину это не нравится. Но будем надеяться, что Навроцкий будет действовать в том же духе, и за это мы можем, конечно, даже гордиться этим поступком президента Польши, к которому разные граждане и политические силы относятся по-разному. Тем не менее, вот когда такого рода поступки совершаются, то это очень важно, это знаковые поступки. Но в то же время я не могу не напомнить нашим слушателям парадокс, что, как вы правильно сказали, все эти страны Варшавского договора, они были фактически оккупированы Советским Союзом, то есть они вошли в зону влияния Советского Союза России не по своей воле, но во Второй мировой войне та же Венгрия, Словакия, я уже не буду говорить там про другие страны, воевали на стороне Гитлера, Германии. То есть, по сути, сейчас, когда, например, российская пропаганда что-то говорит о каких-то псевдонацистах где-то там в
в Украине, о том, что якобы попирается память жертв Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, то на самом деле союзником России сегодня является Венгрия, теперь даже опять Словакия, которая во время Второй мировой войны занимали абсолютно определенную позицию. Вот как это вообще сочетается в риторике российской современной? Легко. Они все время переписывают историю так, как им это выгодно. Они же совершенно пытаются забыть, кто внес какой вклад действительно в победу во Второй мировой войны. И смог бы Сталин победить, если бы не было ленд-лиза. Да, давайте просто посмотрим, какие были поставки всего стали, танков, самолетов. И что бы было, если бы этих поставок не было? Смог бы Советский Союз в принципе победить, если бы не эти самые поставки Соединенных Штатов Америки. Понятно, можно сказать, да вот, и там они тоже что-то на этом заработали, но мы точно можем сказать, что без этих поставок было бы гораздо тяжелее, и не факт вообще, что удалось бы Гитлера победить. Так что вот эти все спекуляции, это, знаете, такой вот мединский forever, да, все время что-то перекручивать. Надо сказать, что Путин вообще очень любит вспоминать какие-то исторические коллизии. Он то шведам вспоминает Полтавскую битву, то еще что-нибудь. Ну, это настолько... Было бы смешно, если бы не было так грустно, если бы мы не находились в ситуации, когда идет кровавейшая война на территории Европы, можно было бы над этим иронизировать. Но на самом деле, да, вот он все время... Мы прекрасно понимаем, что действительно было время, когда в Европе все воевали практически со всеми. Кто только с кем не воевал. Но это не означает, что мы сейчас должны все время об этом помнить и продолжать воевать. Ну, есть прекрасные примеры. Та же самая Финляндия, да, она находилась и в составе шведской королевства, и Российской империи. Это не мешает сейчас быть независимой страной, иметь второй государственный язык, кстати, шведский, и прекрасно сосуществовать. И надо сказать, что, конечно, вот Скандинавия показывает очень хороший пример того, как быстро они поняли всю опасность. Да, ведь и Швеция, и Финляндия долгие годы после Второй мировой войны никуда не входили. Норвегия была членом НАТО, а Швеция и Финляндия нет. Но когда Россия изменилась, когда она стала настолько агрессивной, и, кстати говоря, закончилось действие того самого договора, который заключил еще Советский Союз с Финляндией по итогам Зимней войны 1940 года, Финляндия вместе со Швецией вступили в НАТО, потому что им нужен зонтик, и они понимают, они сейчас развивают свою военную промышленность и готовы поставлять и вкладывать деньги, у них много денег, и поставлять оружие Украине, понимая, что в Украине сейчас и осуществляется защита Европы на самом деле. Потому что если вдруг случится страшное, и Украина проиграет, то Путин поймет, что он может пойти дальше. А что дальше? Европа и Польша, и страны Балтии. Вот я, слушая вас, вдруг подумал спросить о том, как вы видите Россию в контексте будущего. Потому что ведь Россия, несмотря на ее очень сложное прошлое и взаимоотношения с разными соседями, ну, мы так о любой стране можем сказать, крупной, особенно с какими-то имперскими и замашками, и прошлым, но все-таки Россия – это часть Восточной Европы, то есть это часть Европы. И вы здесь гость Польского радио в Варшаве, вы тоже человек европейский, вы приехали из абсолютно европейского города Санкт-Петербурга, опять же, из европейской страны, в европейскую страну. То есть здесь нужно говорить тоже очевидные вещи, и не забывать об этом, не воспринимать россиян всех как неизвестно кого. И поэтому я не могу вас не спросить, все-таки причина того, что Россия не хочет быть вместе с Европой, не хочет быть вместе с этим нашим миром, нормальным миром демократии, прав человека, в том числе вместе с Соединенными Штатами Америки. То есть, условно говоря, стать частью этого западного мира, но не каким-то гегемоном над этим миром, а частью именно. Почему? Вот вы, хорошо зная и политическую, и общественную жизнь России, и российский народ изнутри, вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, во-первых, я совершенно уверена, что в своем большинстве россияне – это европейский народ.
А русская культура – это, конечно же, европейская культура. Это не Китай, это не Азия. Безусловно, Россия – это европейская страна. И кто бы нам что ни рассказывал про какую-нибудь Евразию или еще что-то, ничего подобного. Народ обычно европейский. Другое дело, что, конечно, как и во многих, как вы правильно сказали, больших странах, люди в разных местах живут по-разному. Где-нибудь на Дальнем Востоке вообще большинство ездит на праворульных машинах, которые привезли из Японии. Но это не мешает тоже не любить Китай, потому что вот эта экспансия китайская, которая, конечно же, есть по простой причине, практически физической. Плотность населения с разных сторон границы настолько большая, что, конечно, проникновение китайцев и гегемония китайская в России сегодня очень сильна. И многим, на мой взгляд, большинству, эта гегемония Китая совершенно не нравится. Собственно, как всегда воспринималась власть. Почему всегда в школе учили про монголо-татарское иго? Потому что это воспринималось как иго, как что-то, что подавляло Россию. Точно так же и китайская экспансия сегодня воспринимается как что-то, что пытается Россию подавить. И поэтому, конечно, если бы сегодня в России существовало свободное телевидение, я бы просто вышла на это телевидение и сказала: ребят, ну посмотрите, что делает с вами Путин. Путин продает или уже даже продал Россию Китаю. Сколько можно терпеть человека, который предает российские национальные интересы? Потому что Россия, конечно же, всегда была европейской страной и стремилась в Европу. Более того, давайте вспомним, что до аннексии Крыма даже шел же разговор о безвизе со странами Европейского Союза. Россия была членом Совета Европы, соответственно, ввела у себя, в том числе там мораторий на смертную казнь, выполняла решение Европейского суда по правам человека. До определенного момента Россия выполняла эти самые решения. Кстати говоря, у меня до сих пор есть невыплаченный российский штраф. Российское государство должно мне больше 7 тысяч евро за неправомерное задержание на одной из многочисленных оппозиционных акций. Тем не менее, все это в свое время было, и я уверена, что после окончания эры Путина Россия вернется в нормальное человеческое существование европейской страны. И в этом смысле самое главное поражение, которое мы должны нанести Путину, это поражение идеологическое, возвращение России в нормальное человеческое существование европейской страны. Вы знаете, мне очень хотелось бы, чтобы действительно Европа наша не заканчивалась где-то вот на границе с Белоруссией, а она была там, где она существует исторически и географически, чтобы мы могли все путешествовать, общаться, в том числе, как мы видим здесь, в Польше, которую Россия обвиняет в русофобии. Мы с вами абсолютно спокойно общаемся на русском языке, в польском радио. И это говорит о том, что где правда, а где ложь. Но и ложь, она на стороне режима Путина. В связи с этим я не могу не спросить у вас о том, что уже давно Россия перекупает многих западных политиков, общественных деятелей, в том числе журналистов. Я уже не говорю про диверсии, да, но поговорим вот о крупных таких шишках. Классический пример – это Шрёдер, но, может быть, еще какие-то фамилии появлялись в последнее время, и вы нам напомните, и вообще, что происходит? Ну, конечно, покупает, пока есть деньги. Естественно, покупает. Ну и, собственно, то, что мы с вами уже говорили, и про Орбана, и про Фицо. Конечно, это вот сейчас и в Чехии немножко другой избрался, и, соответственно, и политика в Чехии слегка может измениться в такую не очень хорошую сторону. И я уж не говорю про Молдову. Вот Молдову просто всю заливают кремлевскими деньгами. Или ситуация в Румынии. Мы помним, с какими сложностями проходили выборы и в Молдове, и в Румынии. В Молдове есть Гагаузия, собственно, где 90% населения поддерживает Россию. Даже сейчас больше, чем в Приднестровье. Даже в Приднестровье ситуация стала лучше. Поэтому, конечно, Россия пытается всех перекупить. Но надо сказать, что истории с диверсиями – это тоже достаточно неприятные. Это тоже история про деньги, в первую очередь, про тех людей, которые ищут легкий заработок и готовы вот
эти легкие деньги зарабатывать, в том числе устраивая диверсии. Вот, не могу не сказать, что в Польше, на мой взгляд, хорошо работают специальные службы, потому что достаточно много этих самых диверсантов ловят чуть ли не каждый день. Мы слышим такие истории. Ну, однако я не могу вас не уточнить. Вы говорили о том, что деньги заканчиваются, да? Население заканчивается, и в то же время деньги есть на вот эти все подкупы. Так когда же на самом деле наступит вот эта критическая черта? Никто не знает, потому что многие экономисты говорят, что уже вот этот бюджет 2026 года сверстан с большим дефицитом, но деньги, она такая, что называется, пока нефть продается и газ продается, какие-то деньги все равно будут. Другое дело, что когда их не будет хватать, ну, например, на содержание полиции или ФСБ, вот тогда уже будут какие-то критические вещи. Но я не случайно вспоминала 85-й год. Да, никто в 85 году не мог себе представить, что в 91 году Советский Союз прекратит свое существование. Однако это произошло. А если бы кто-то сказал в 85 году, что Советскому Союзу осталось всего ничего, все бы подумали, что это просто сумасшедший. Как такое может быть? Да? То есть нам казалось, что Советский Союз в том виде, в каком он есть. Да, потом началась перестройка, Горбачев, все такое, ну, все равно, как такое могло... Ну, тем не менее, произошло, и в первую очередь из-за того, что, да, падение цен на нефть, серьезное падение цен на нефть, Путину повезло, у него были просто заоблачные цены на нефть достаточно долго, и он их потратил не на то, чтобы изменить страну, построить жилье, сделать интернет, дороги и все прочее. Да, в Питере и в Москве все более-менее прилично, но стоит отъехать за 100 километров от Москвы или от Петербурга и увидеть, в каком состоянии находятся какие-нибудь деревни. Поэтому, а дальше он все начал тратить на войну, а танками накормить людей нельзя. Поэтому это рано или поздно закончится, но никто не скажет, когда именно. Ну вот, к сожалению, а я напомню нашим зрителям, что наш гость сегодня – это политический аналитик из Санкт-Петербурга Ольга Курносова, которая сейчас живет в Варшаве. Кроме того, она известный оппозиционный политик в свое время в России, и она была депутатом Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1993 годах. Это был первый, наверное, последний демократический орган власти в Санкт-Петербурге. И там Ольга Курносова сталкивалась с такими людьми, как Козак, который в свое время курировал в администрации Путина украинский вопрос, также с Анатолием Чубайсом, известным политиком, видела и Путина в коридорах власти. Я хотел бы, чтобы вы немного поделились своими воспоминаниями и рассказали нам, что это за люди. Ну вот, например, тот же Козак, да, ведь он родился в Украине, и в то же время он помогал путинскому режиму проводить антиукраинскую политику. Как это вообще возможно? Ну, тут надо понимать, что все-таки то, что я знаю про Дмитрия Николаевича, он, на мой взгляд, вот из всей этой комарильи один из немногих приличных людей. И то, что, в общем-то, есть общеизвестные факты, что он выступал против военного решения украинского вопроса. Другое дело, что, конечно, все те переговоры, которые они вели, вспомним там Минск-1, Минск-2, они были тоже не очень-то результативные истории. И понятно, что договориться, когда Путин хотел полностью подчинить себе Украину, договориться было невозможно. Единственные времена, когда все-таки отношения были более-менее хорошие, ну, я не могу сказать уж совсем хорошие, но тем не менее. Ведь давайте не будем забывать, что уже после распада Советского Союза довольно-таки долго в Украину можно было заезжать даже по внутреннему российскому паспорту. Даже загранпаспорт был не нужен. Я в 92-м году отдыхала в Крыму. Там ходили рубли.
Другое дело, что там как раз случилась в Москве денежная реформа, и те рубли, с которыми мы приехали, перестали в России котироваться. Хорошо, что у нас было небольшое количество долларов в запасе. То есть можно было на базаре покупать продукты за рубли. То есть я не понимаю вообще, какая проблема могла быть во взаимоотношениях Украины и России. Никакой проблемы не было. Я 5 лет прожила в Киеве с 14 по 19 год. И когда я случайно встречала пропутинских таксистов и в Киеве, ну, такое бывало, попадались, и они начинали разговаривать со мной, что все правильно, Путин сделал, аннексировав Крым, я говорю, а что мешало, если так хотелось, просто покупать там все? Зачем нужно было аннексировать и вводить войска? И этот вопрос, конечно, вводил всех в ступор, потому что экономически надо понимать, что Украина была экономически и политически не слишком сильна после распада Советского Союза. И экономически можно было получить все, что угодно. Был такой вице-спикер Государственной Думы от «Справедливой России» Бабаков. Он владел чуть ли не половиной отелей в Киеве. И ничего ему в этом не мешало. Сколько там всего понастроил тот же самый Лужков. Поэтому почему Путину захотелось... Вспоминается сказка о рыбаке и рыбке все-таки. Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы сама рыбка ей служила и была бы у нее на посылках. Вот это про Путина, когда ему все мало. И мне кажется, вот главное его это, ну, я не знаю даже, все-таки, мне кажется, психологическая травма. Это то, что он хочет быть как Сталин, наравне, чтобы к нему прислушивались, не просто там... Ведь Россия была в G8. До аннексии Крыма Россия была в G8. Но ему казалось, что его не так же уважают, как президента Соединенных Штатов. Ну, так у тебя экономика-то совсем маленькая. Ты нарасти экономику, ты сделай так, чтобы тебя уважали. А не единственный способ, а ему показалось, что единственный способ заставить себя уважать – это просто начать убивать людей. Ну, а это уже... Ну, это что-то такое, знаете, маниакальное, на мой взгляд. Потому что для нормального человека все-таки это не есть нормальная человеческая реакция. И в этом смысле я считаю и Сталина-то маньяком, да и Путина я тоже считаю человеком с маниакальными наклонностями, который в нормальной стране просто не должен быть президентом по чисто медицинским соображениям. Ну, вы знаете, если мы уже будем по медицинским оценивать руководителей всех стран мира, то окажется, что, наверное, большинство не подходит на эти должности. Но я не могу у вас не спросить еще о таком медицинском моменте, потому что вот с точки зрения как бы медицины, в общем-то, люди не меняются, они в каком-то возрасте сформировались, и потом только наращивают там какой-то интеллектуальный капитал, финансовый и так далее, и так далее. Но привычки какие-то, подходы... Или деградируют. Да. Вот я хотел у вас спросить. Вы все-таки там видели еще в Ленинграде Путина в коридорах власти, и сейчас вы его видите на экране. А как вы считаете, он все-таки изменился, или эта схема работает, что он и был такой? Но что-то мы не досмотрели. Конечно, он изменился, потому что бацилла власти, причем такой власти абсолютной, это как, опять-таки, в старой сказке «Огонь, вода и медные трубы». Даже те, кто проходит огонь и воду, многие медные трубы не проходят. Испытание славы, испытание власти – это самое сложное испытание, в том числе для человеческой психики. И Путин его совершенно очевидно не прошел. И, конечно, даже когда он становился президентом, он был в себе не уверен. Давайте вспомним его даже вот эти смешки, когда подводная лодка «Курск» была авария, да, что он говорил? Она утонула. Это скорее нервная реакция, потому что ему нечего было ответить. Сейчас он совершенно другой, он совершенно наглый. И действительно, что, наверное, всегда было, я думаю, это отсутствие эмпатии. Вот это, я думаю, было всегда. Это, конечно, лучше спрашивать у его бывшей жены Людмилы, но мне кажется, что
уж какое именно проявление чисто психологическое, это там нарциссизм или что-то другое, но, на мой взгляд, у Путина совершенно отсутствует чувство эмпатии, и вот сейчас мы видим это отсутствие эмпатии в совершенно таких гигантских масштабах, когда он готов убивать людей и даже не задумываться об этом. Да, как он сказал матерям убитых, практически процитировав Владимира Высоцкого, так лучше, чем от водки и от простуд. Но я хотел бы еще у вас уточнить такой момент. Все-таки в начале 90-х начальник тогдашний Путина Собчак, он уже тогда высказывал претензии к Украине территориальные, да и Ельцин заикался, что, мол, если сейчас не договоритесь, как я сказал, то мы можем вспомнить о чем-то. То есть, может быть, уже в то время надо было прислушиваться к этим российским политикам, чтобы спрогнозировать будущую российскую политику. Здесь речь не только о Путине, это мог быть кто угодно. Ну, смотрите, все-таки есть разные взаимодействия. Да, есть, например, тот же самый Лукашенко и Беларусь. Понятное дело, что Москва очень многие вопросы в Беларуси делает так, как ей хочется, но не все. И вот со своей вот этой хитростью, я уж не знаю, какой там, крестьянской или еще какой-то, Лукашенко может иногда Путина и в общем-то, и обдурить. Да, и как хотел Путин, чтобы белорусские войска участвовали в войне. Лукашенко на это так и не согласился. Да, он, конечно, предоставил свою территорию для вторжения, но не более того. А тут мы увидели вот такой жесткий военный конфликт. Понятное дело, что многие российские политики, ну, давайте прямо скажем, пренебрежительно высказывались об Украине. Ну, давайте вспомним другого великого политика, никто в этом не усомнится, Черчилля, который говорил, ну, какая Индия, это страна, это территория. Поэтому, да, вот этот имперский синдром, он действительно присущ многим политикам, но это не означает, что после этого начнется война. Поэтому, да, конечно, были всякие... Тем не менее, вот самые лучшие, мне кажется, время, когда все-таки отношения были довольно спокойные, когда послом России в Киеве был Виктор Степанович Черномырдин. Почему? Ну, во-первых, он действительно обладал достаточным административным ресурсом, достаточно умный человек, опытный человек, и, что называется, в том числе с советскими административными умениями. И ему удавалось как-то смягчать, микшировать различные сложности, которые, конечно, возникали и в то время. Ну, то есть вы полагаете, что все-таки сейчас главная проблема – это Путин, не столько сама система в России, сколько личность? Путин выстроил систему, которая держится на нем. Поэтому не случайно, кто там, Володин, да, у нас говорил, что нет Путина, нет России. Путинской России без Путина, конечно, не будет. Вот эта система единоличной власти, которая держится на Путине, она, конечно, сломается после того, как с Путиным, неважно, что произойдет, политическая смерть или реальная смерть, точно так же, как сталинская система уже без Сталина, в том виде, в каком она была при его жизни, существовать не смогла. Более того, потом пришел Хрущев и разоблачил культ личности товарища Сталина. Поэтому в этом смысле я думаю, что культ личности Путина также потом будут разоблачать. Ну, потом, правда, пришел Брежнев, и все немножко откатилось назад. Но в каждое... Но Брежнев все-таки, давайте отдадим ему должное, подписал Хельсинкский акт. Да, и, собственно, он считал своим главным достижением как раз то, что он принес мир в Европу. И что после подписания Хельсинкского акта в Европе больше не будет войн. Зафиксировали послевоенные границы и договорились их не нарушать. Ну вот сейчас они нарушены, но в любом случае мы надеемся, что те предсказания Володина, которые вы озвучили, что не будет Путина, не будет этой
путинской России сбудутся, но будем полагать, что все-таки Россия когда-нибудь пойдет по тому пути нормальному европейскому, который ей предопределен, в общем-то, судьбой, и мы с Ольгой Курносовой еще встретимся в нашей студии, может быть, чтобы поговорить о более приятных вещах. А я напомню, что нашим гостем сегодня была политический аналитик, а в прошлом оппозиционные политики с Ленинграда, из Санкт-Петербурга, которая нам рассказывала о том, что на самом деле сегодня происходит в России и с Россией. Для вас работал сегодня я, Виктор Корбут. Спасибо за внимание и спасибо нашей гости. Всего хорошего. Всего доброго. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.